Друзья, в 2026 году индустрия горных велосипедов для кросс-кантри достигла точки, которую эксперты называют пиком 29-х колес. Большинство современных гоночных байков стали настолько похожи друг на друга, что возник вопрос, не исчерпал ли себя этот стандарт. И в этом ролике мы с вами разберемся, действительно ли классический Найнер уперся в свой технологический тупик, как ведущие мировые производители копируют лучшие решения друг друга и почему индустрия пока не готова к глобальной перезагрузке. А также мы детально разберем новое поколение Spark 2027 года, которое уже официально представлено компанией Scott. А еще мы оценим консервативный французский ответ от Lapierre и подумаем, стоит ли вообще ждать 32-й стандарт в ближайших магазинах. И если вы посмотрите на фотографии последних кросс-кантрийных запусков от Specialized, Trek, RB или Uno, вы заметите удивительную вещь. Все они выглядят практически одинаково. Наступила эпоха тотальной унификации дизайна. Производители нашли идеальную формулу для двухподвеса и теперь просто доводят ее до абсолютного совершенства. В чем же заключается эта формула? Ну, во-первых, в том, как расположен задний амортизатор. Почти все упомянутые бренды перешли на схему, где задний амортизатор буквально прячется под верхней трубой рамы. И это делается для того, чтобы полностью освободить передний треугольник рамы. А зачем, спросите вы? Тут все предельно просто, чтобы гонщик мог закрепить сразу две фляжки с водой. На марафонах и сложных трассах это критически важно. Но такое расположение имеет и чисто инженерный плюс. Оно позволяет сделать узел подвески очень компактным и легким. Во-вторых, это гнущиеся карбоновые перья. Забудьте про классический шарнир около задней оси. В современном кросс-кантри его больше нет. Вместо тяжелого металлического подшипника производители заставляют сам карбон работать на излом. Задние перья проектируются таким образом, чтобы они могли изгибаться при работе подвески. Почему же это отлично работает? Тут все опять очень просто. Минус один шарнир – это серьезная экономия веса, полное отсутствие люфтов и жесткость конструкций, которой невозможно добиться на подшипниках. В сочетании с ходом 110-120 мм, которые стали новым стандартом для Кубка мира по кросс-кантри, эти велосипеды одновременно летят в подъемы и позволяют агрессивно атаковать в зубодробительные спуски. И компания Specialized со своим новым Epic 9 доказала это на цифрах. Они скинули вес рамы до безумных 1,5 килограммов. Это пик эволюции найнеров, где дальнейшее снижение веса уже неразумно. Но пока все остальные бренды занимаются тем, что копируют стиль Specialized, компания Scott идет совершенно другой, собственной дорогой. Они представили полностью обновленный Scott Spark RC 2027 года. И если текущее поколение Spark оказалось верхом инженерной мысли, то новая платформа – это глубокая техническая революция. Давайте же разберем, что именно изменилось и какие это будет давать преимущества на трассе. Текущий Spark был классической однорычажкой, а новая платформа перешла на инвертированную четырехшарнирную схему с виртуальной точкой вращения. Внизу появился короткий линк, который вращается прямо вокруг кареточного узла. Визуально и конструктивно эта схема напоминает длинноходные эндуро-байки от бренда Bolt, который, кстати, тоже относится к бренду Scott, но в ультралегком кантрийном исполнении. Ход подвески составляет всего 120 мм как спереди, так и сзади. И да, гибкие перья здесь тоже есть, и работают они в паре с нижним линком. Инженеры применили перевернутый гибкий шарнир. Перья распределяют изгиб между верхней и нижней частью карбонового треугольника. В первой половине хода они практически не гнутся, сохраняя нулевое сопротивление карбона для максимальной чуткости к мелким неровностям. А в конце хода перья деформируются где-то на 5-6 мм, работая как дополнительный антипробой и помогая амортизатору на жестких дропах. Новая рама стала на 200 граммов легче предыдущего поколения. Топовая версия из карбона HMX SL в размере M без амортизатора весит всего 1427 граммов. Это абсолютный рекорд для рамы уровня Кубка мира. А секрет в том, что горизонтальный амортизатор перенесли в самый низ рамы. Все жесткие нагрузки теперь
приходится на кареточный узел, который и так обязан быть массивным. Инженеры Scott сделали байк еще стабильнее на спусках благодаря заваленному углу рулевой колонки. С помощью специальных чашек его можно регулировать в диапазоне от 66,4 до экстремальных для кросс-кантри 65,4 градусов. Зазоры для покрышек также официально увеличены. Теперь Spark вмещает покрышки размером до 2,6 дюйма. Внутренняя проводка кабелей идет полностью внутри через обновленную рулевую Synchros. Кабели уложены по максимально плавным направляющим. Они не перегибаются, не трутся и не гремят в раме на расколбасе. А классический подседельный хомут уступил место клиновидному зажиму, как на шоссейных байках. Это выглядит эстетично, полностью защищает узел от грязи и делает конструкцию узла еще легче. Доступ к амортизатору теперь открывается через две пластиковые крышки на магнитах, спереди и сзади подседельной трубы. Передний лючок открывает доступ к полноценному внутреннему бардачку в раме. Там зафиксирован фирменный наборчик от Scott Save the Day Kit. При этом инженеры Scott ушли от кастомных стандартов. Теперь внутри стоит обычный амортизатор размером 190 на 45 мм. Это позволяет ставить любую подвеску, включая беспроводную электронную систему RockShox Flight Attendant. Scott создали не просто новый гоночный снаряд, а сложнейший инженерный аппарат, который за счет флекса задних перьев и сверхнизкого центра тяжести буквально липнет к трассе. Конкурентам снова придется догонять. А теперь давайте посмотрим, что предлагает Lapierre со своей обновленной линейкой XR. На фоне космического Scott Spark французский подход выглядит как привет из прошлого, но в хорошем смысле этого слова. В Lapierre не стали следовать всеобщей моде на скрытые амортизаторы или ультракомпактные интеграции. Они оставили классическую открытую компоновку. С одной стороны, можно сказать, что это слегка устаревшие технологии. Амортизатор расположен вертикально перед подседельной трубой. Похожие силуэты мы годами видели у BMC Four-Stroke или старых моделей Giant, но французы сделали упор на практичность и геометрию. Они перевели платформу XR на честные 120 мм и добавили крутую фишку – флип-чип в линке подвески. Этот чип меняет высоту каретки на целых 5 мм, что влияет на стабильность подвески в разных условиях. Lapierre пытается доказать, что 29-я платформа может быть эффективной и без сложной интеграции, оставаясь простой в обслуживании и понятной для обычного райдера. И перед тем, как перейти к теме 32-х колес, друзья, я прошу проверить вашу подписочку на мой YouTube-канал, а также на мой Telegram-канал, где я публикую подобные новости гораздо чаще, чем делаю ролики. Ну и, конечно же, друзья, если вам нравится этот ролик, то обязательно поставьте ему лайк. Ну а мы двигаемся дальше. Это прекрасно. 29-й стандарт уперся в тупик. Но почему же мы не видим массового перехода на 32-е колеса? В своем прошлом ролике я упоминал, как огромные 32-дюймовые колеса уже побеждали на этапе культовой гонки Cape Epic и показали преимущество на размытых, каменистых и относительно ровных трассах. Главная причина, почему мы не видим всеобщего распространения 32-го формата, это суровые циклы разработки в велоиндустрии. Создание новой рамы с нуля занимает у крупных брендов от 3 до 5 лет. Та же Orbea признается, что их новейший ОИС разрабатывался задолго до того, как 32-й стандарт вообще стал громкой темой для обсуждений. Крупные игроки рынка просто физически не успели перестроить свои заводы. К тому же у 32-х колес есть как плюсы, так и серьезные проблемы. Да, они обеспечивают сумасшедший накат, сглаживают любые неровности и дают лучший зацеп. Но взамен вы получаете гигантский вес, ухудшение динамики разгона на извилистых трассах и компромиссы в геометрии. Еще одна фундаментальная проблема – это компоненты. На сегодняшнем рынке просто нет качественной комплектухи под этот стандарт. Нельзя просто так взять и прийти в магазин за легкими покрышками Maxxis или Schwalbe под 32 дюйма. Также в продаже нет и ультралегких карбоновых ободов, а производители вилок вроде Fox и RockShox еще не выпустили под них свои флагманские модели. Индустрия – это инертная машина. Именно поэтому старый добрый 29-й стандарт все еще в строю и будет доминировать на рынке как минимум несколько следующих лет. Друзья, о 32-х колесах я делал несколько очень интересных роликов, где обсудил все их особенности, преимущества и недостатки. Обязательно посмотрите их, если еще не смотрели. Ссылочки я оставлю в описании к этому видео.
Ну что, какой из этого всего можно сделать вывод? Мы действительно достигли пика развития найнеров. Геометрия современных байков на 29-х колесах выверена до миллиметра. Кинематика подвески работает идеально, а вес рам снижен до технологического предела. Производителям просто стало тесно в этих рамках. Поэтому стандарт 32 дюйма – это уже скорее не маркетинговая глупость, а неизбежное будущее, к которому индустрия уже начинает медленно присматриваться и проводить секретные тесты. Но прямо сейчас, покупая современный найнер, вы получаете абсолютно совершенный, надежный и проверенный временем инструмент, который будет актуален еще очень много лет. Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Вы готовы сменить свой найнер, ну или на чем вы катаетесь, на новенький 32-дюймовый байк, когда они появятся в магазинах? Пишите свое мнение в комментариях, мне будет очень интересно его узнать. Ну а также, друзья, не забывайте про лайки, подписочки, а мы с вами увидимся в следующем ролике.